Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. На этой неделе немного задержались с очередным дайджестом прошедшей недели. Но это потому, что концовка недели выдалась богатой на события. Здесь вам и сход Необыяковых, и, конечно же, выход на свободу Сергея Тихановского и других политзаключенных. Но давайте обо всем по порядку. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал и делиться этим видео со своими друзьями. Ваши лайки, комментарии и обратная связь очень важны для развития канала. Ну а теперь непосредственно к новостям. Начнем с круглого стола «Сход Необыяковых», который прошел 21 июня в Варшаве. Я был непосредственным участником этого мероприятия, и поэтому могу поделиться впечатлениями, как говорится, из первых рук. Если вы хотите сделать выводы о круглом столе, не опираясь на чье-то мнение, то рекомендую посмотреть записи прямого эфира, которые размещены на нашем канале. Так вы сможете сами увидеть и оценить ситуацию с равноконвечеркой или узнать, что действительно беспокоит политзаключенных. Узнать от них самих, а не от офисных представителей, которые на самом деле уже давно никого кроме себя не представляют. Сразу хочу сказать спасибо организаторам схода Необыяковых. Мероприятие получилось насыщенным, эмоциональным, разносторонним. Но на самом деле таким и должен быть круглый стол, на котором обсуждаются важные для всех белорусов темы. Это гораздо лучше, чем когда на сцене 5 лет одни и те же актеры, говорящие одни и те же слова. И самое главное, слово на сходе давали всем, даже несмотря на различия в политических взглядах или подходах. Да, были некоторые организационные и технические сложности, которые оперативно решались по ходу дела. Но учитывая, что мероприятие было организовано за собственные деньги простых, необыяковых белорусов, у меня даже рука не поднимется за это критиковать. Уверен, что следующий круглый стол пройдет с меньшими организационными и техническими проблемами, а программа будет еще более насыщенной. Сейчас могу лишь сказать, что первый блин точно не вышел комом. Теперь по ситуации с Франом-Конвечеркой. Офисные СМИ уже успели обвинить в произошедшем организаторов, которые, мол, сами пригласили его и сами же освистали. Понятно, что ловить на откровенной лжи очередной раз эти так называемые зависимые СМИ нет смысла. Они давно себя дискредитировали. Но ради объективности стоит рассказать, как было на самом деле. Франка Вечерка действительно пригласили, как и многих других так называемых лидеров. Он приехал. За это, можно сказать, ему респект. Какой была цель приезда на это мероприятие, для меня пока остается загадкой. Если услышать голос простых белорусов, то зачем было просить первое слово с аргументацией, что, мол, мне пора на самолет? Если спровоцировать то, что произошло, чтобы потом в своих же СМИ показать, мол, посмотрите, как они на меня набросились, то у него получилось. Только выглядело со стороны это далеко не так, как рисовали эти самые зависимые СМИ. Это сейчас понятно, что господин Вечерка приехал, чтобы засветиться, а затем спешил встречать Сергея Тихановского и других освобожденных политзаключенных. Так в чем была проблема, чтобы не рассказать об этом простым, необыяковым белорусам, многие из которых, в отличие от того же господина Вечерки и компании, тоже прошли через белорусские тюрьмы? Или это событие только для узкого круга, приближенных к офису? Да, лично мне не понравилось, что спонтанный демарш с нежеланием наслушать господина Вечерка в итоге перерос в крики и оскорбления. Я все-таки за конструктив и за объединение даже принципиальных противников.
чтобы идти к нашей общей цели. Но когда человек, не имеющий к протестам 2020 никакого отношения, вдруг решает, что он имеет право перебить голос бывших политзаключенных, которые должны были начинать первую секцию исхода, то на какую он рассчитывал реакцию? Тем более, что у многих из бывших политзаключенных есть конкретные вопросы к вечерке, которых он избегает уже несколько лет. Поэтому, подытоживая эту ситуацию, скажу так. Реакция людей была вполне предсказуемой и объективной. Форма проявления этой реакции и отдельных людей лично для меня неприемлема. Но в демократическом обществе каждый человек имеет право на свое мнение, в том числе и такое. Возвращаясь к первой секции исхода, скажу следующее. Бывшие политзаключенные озвучили проблемы, с которыми они сталкиваются после выхода из тюрьмы. Да, про эти проблемы говорят уже несколько лет, но, к сожалению, они не решаются. И каждый раз, когда выходит очередной политзаключенный, эти проблемы проявляются снова и снова. И все больше из них остается без решений. Офисные структуры, имея столько времени и серьезную финансовую поддержку, так и не смогли наладить полноценную систему поддержки и адаптации бывших политзаключенных к жизни в новых реалиях. Поэтому, на наш взгляд, решение этих задач надо передавать самим бывшим политзаключенным. Уж мы-то лучше знаем, что нам нужно. И для нас слова «солидарность» и «поддержка» не пустые. Конечно, одним из приоритетов работы белорусского общества и Земсил должно быть освобождение всех политзаключенных. Людей калечат и убивают в белорусских тюрьмах. Пока наши партнеры высказывают озабоченность, либо глубокую озабоченность, мы должны быть требовательнее при переговорах и применять в этих переговорах другие подходы. И что важно, других людей. Потому что за 5 лет нынешние так называемые лидеры Демсил в вопросе освобождения политзаключенных не добились никакого результата, а лишь пытаются примазаться к другим, кто смог что-то сделать для освобождения политзаключенных. Интересной выдалась вторая секция, к которой подключились онлайн наши вояры из Украины. Было познавательно услышать их видение происходящего в белорусском демократическом сообществе, а также их мнение о конкретных представителях того же офиса или НАУ. А еще о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши добровольцы. Когда заканчивается контракт и необходимо легализоваться в Европе. К сожалению, на 4-й год войны этот вопрос так и не решен, а поддержка наших вояров со стороны отдельных офисных лиц заключается лишь в самопиаре. В третьей секции говорилось о кризисе доверия и проблемах лидерства. И здесь я для себя вынес вполне конкретный посыл. За 25 лет до 2020 года и 5 лет после него люди устали от единоличных и смеяемых лидеров. Лидеров, которые под маской решения общих проблем пытаются просто обеспечить комфортную жизнь себе и кучке приближенных. Лидеров, которые боятся критики и не реагируют на просьбы простых людей. Лидеров, которые не хотят признавать своих ошибок и исправлять их. Каждый из нас должен стать лидером. Для себя, для своей семьи, для своих близких. Не нужно ждать и надеяться, что кто-то будет решать наши проблемы. Сила белорусов в горизонтальных связях. И я очень надеюсь, что инициативы, которые будут зарождаться на этом и на следующих сходах Неба Яковых, станут тем самым местом, где белорусы смогут в полной мере реализовать свой потенциал. И мы с вами сможем ускорить процесс возвращения в новую Беларусь. На 4-й секции организаторы попросили выключить съемку. Речь в этой секции шла о проекте стратегии консолидации белорусов на пути к построению действительно свободной Беларуси. Полностью представить эту стратегию планируется на следующем сходе Неба Яковых.
общие моменты были озвучены. Но, на мой взгляд, лучше дождаться следующей встречи, чтобы увидеть полную картину и сделать свои выводы. Ну, и немного общего впечатления. Мне нравится, что появилась площадка, где могут говорить белорусы с абсолютно разными взглядами на происходящее. Мне нравится, что здесь готовы слышать всех и каждого. Мне нравится, что присутствуют эмоции и небезразличие. И я верю, что в итоге выльется в реальную работающую инфраструктуру горизонтальных связей, которая будет защищать интересы всех белорусов. Уже во время проведения схода пришла новость. На свободу выпустили Сергея Тихановского и еще 13 политзаключенных. Это, безусловно, радостная новость. И я искренне поздравляю парней и девчат, которым удалось вырваться из лап белорусского ГУЛАГа. Желаю им скорейшего восстановления и поменьше разочарований, которые, к сожалению, неизбежно будут. В первое мгновение освобождение Сергея Тихановского вызвало небывалый эмоциональный всплеск. Где-то внутри даже снова затеплилась надежда, что, может быть, скоро выйдут из тюрьмы все наши друзья, учитывая, что выпустили такую знаковую фигуру. Но последующие 2 дня сбили эту первоначальную эйфорию. В этой акции, сделанной режимом под давлением американцев, я вижу вполне практичный ход. И даже несколько. Но я не хочу прямо сейчас делать окончательные выводы по словам, сказанным Сергеем Тихановским на срочно организованной пресс-конференции. Вообще, сама идея такой срочности в этой пресс-конференции с довольно непростыми вопросами, как по мне, была изначально глупой. Но это только на первый взгляд. А на второй в ней можно увидеть вполне конкретный ход от отдельных так называемых лидеров демсил. На пресс-конференции мы увидели человека, вызывающего искреннее сочувствие, жалость и боль. Даже я, как человек, тоже прошедшего белорусскую тюрьму 4 года в условиях усиленного режима, не могу в полной мере понять, что пережил Сергей за эти 5 лет нахождения в крытом помещении и в одиночестве. И в таком состоянии выводить на пресс-конференцию человека, претендующего на звание лидера. Светлана Георгиевна, помните, вы мне сами сказали, что человек должен немножко отдохнуть, он должен адаптироваться. Это были ваши слова. И именно про это я говорил в своем комментарии, который уже успели по-своему интерпретировать и пропагандоны режима, и пропагандисты офиса. И те, и другие уже давно и заслуживают доверия белорусов, и для меня они стоят где-то в одном ряду со своей бесконечной ложью, приправленной разными соусами. Так вот, обращаюсь в первую очередь к демократическим зависимым СМИ. Прежде чем что-то писать про меня и мое мнение в своих манипулятивных статьях, спросите у меня. Не больно смотреть на то, как сейчас используют Сергея Тихановского. Не успели так называемые демократические СМИ посмаковать подробности пресс-конференции в Вильнюсе, как уже запланирована совместная пресс-конференция Тихановских в Варшаве. К чему такая спешка? Почему вы не даете человеку, который прошел 5 лет ада, хоть немного времени на восстановление? Прозвучит кощунственно, но пока что это выглядит как попытка со стороны офиса и околоофисных структур по максимуму использовать слезы и боль для получения своих конкретных выгод. Сейчас на этой теме можно хайповать и зарабатывать баллы. А простой человек, а когда он интересовал тех, кто дорвался до власти? Об этом, кстати, красноречиво говорит то, как проходила пресс-конференция в Вильнюсе, когда для остальных политзаключенных, освобожденных, кстати, вместе с Сергеем Тихановским, нашлось место лишь сбоку. И еще небольшая ремарка главному инфоповоду прошлой недели. Про это не напишут офисные СМИ, потому что вряд ли им интересно мнение родственников тысяч простых,
непубличных политзаключенных, которые продолжают сидеть. Сидеть с непонятной перспективой досрочного выхода. Вы знаете, какой вопрос они задают себе и друг другу? Как так получилось, что один из лидеров протеста 2020 вышел на свободу, а наши дети, мужья, жены, мамы, папы продолжают сидеть? И на этот вопрос им никто не ответит, чтобы сразу немного сбить волну хейта. Про эти вопросы от родственников политзаключенных я знаю из первых уст. Для меня это очень близкая и больная тема, поэтому я обязан ее озвучить. Это не значит, что Сергей Тихановский виноват в том, что его выпустили, а других нет. И я очень желаю Сергею скорейшего восстановления и возвращения к жизни. А еще я желаю ему самому без офисных советников разобраться в том, что происходило эти 5 лет и что происходит сейчас. И если у него остался тот стержень, который был в 2020 году, он все увидит, если захочет. Ну, а на сегодня это все, о чем мы хотели рассказать. Обязательно подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте его своим друзьям. Ждем ваших комментариев и лайков. Это важно для развития канала. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.